Всем привет! Меня зовут Катарина, и вы на моем канале. Сегодня у нас продолжается тема ремонта, тема вот этой акцентной стены. Вчера мы с мужем съездили по магазинам, закупили весь материал, который нам необходим. К сожалению, в одном магазине мы ничего не нашли, и нам пришлось объехать несколько магазинов, точнее 3. Мы справились за 4 часа, и все эти магазины, несмотря на то, что находятся рядом, времени мы потратили очень много. Ну да ладно, план действий такой. Убираем всю мебель, снимаем вот эти обои и переносим розетку. Еще, конечно же, покрыть стену 2 грунтовками. Это глубоко проникающая, вроде так называется. Грунтовка глубокого проникновения и адгезионная. И потом я надеюсь, что еще смогу сегодня сделать первый слой шпаклевки. Все. Поехали. Поехали. Подведем итоги, что было сделано вчера. Сняты обои со стены, нанесена грунтовка глубокого проникновения фирмы Тикурила. После высыхания была нанесена вот эта грунтовка фирмы ВГТ адгезионная. Оба эти материала я наносила с помощью кисти. Самая главная работа была сделана по переноске розеток. И они были смещены немного к стене. Как смотреть? Если смотреть так, то были смещены вправо, ближе к окну. Сегодня план действий такой. Я буду наносить уже финишную штукатурку, но она у меня будет разделена на несколько этапов. Первый слой будет нанесен под лицо, или как это говорится, подскажите, дорогой? Под слой. Слоем? Нет, под слой там как-то говорится. Под слой. Наздир? В наздир, ну, в общем, под слой в наздир, под слой в надзир. В общем, я буду наносить ее сплошным слоем, после высыхания уже буду формировать рисунок. Но это разделю как раз на несколько дней. Первый слой будет самый темный, напомню, я буду делать имитацию бетона. Приступаю к финишному покрытию. Здесь у меня фактурная штукатурка фирмы ВГТ и паста Ротбанд фирмы Knauf. Я сейчас 2 этих материала буду смешивать 2 к 1. Делаю это для того, чтобы вот эта фактурная штукатурка была более эластичной. Еще хочу добавить, что все это я придумала не сама. Я первый раз пользуюсь такими строительными материалами, и я нашла это все на YouTube и делаю все по инструкции, как там было сказано.
Вчера я прошлась финишной штукатуркой по стене, кое-где появился интересный рисунок, но это еще не конечный результат. Со вчерашнего замеса у меня осталось совсем немного штукатурки, и я ее буду сегодня использовать, формировать рисунок на стене. Сделаю оттенок немного светлее. Здесь у меня уже подготовлен материал для того, чтобы его заколеровать и уже штукатурить стену. На сегодня план действий такой. Штукатурю, да. За сегодня план действий такой. Заштукатуриваю фактурно полностью стену, даю ей высохнуть и покрываю лаком финишным. Все. Наконец-таки могу уже сказать, все, моя стена готова. Я ее покрыла уже финишным слоем, это защитным лаком. Лак защищает стену от плесени, грибка, плюс штукатурка, которая здесь есть, она, возможно, не будет сыпаться, местами ее можно будет где-то мыть. Результатом, конечно, я очень довольна, несмотря на все мои переживания, которые я в процессе работы испытывала. А переживания были такие: подойдет ли эта стена, впишется ли в эту комнату, не будет ли она ее делать более маленькой, то есть не съест ли она пространство, будет ли она гармонировать с кухней, потому что у нас здесь единое пространство. Но когда я ее закончила, пожила, наверное, сколько-то с ней времени и поняла, что она просто, нереальная, красивая, плюс она вообще нисколько не съедает пространство, она комнату как будто бы раскрыла, то есть комната заиграла новыми красками, она классно сочетается с фактурой кирпича, который у нас на кухне находится, то есть фактура практически такая же, только цвет немного отличается. Как немного, там кирпичи белые, здесь стена серая. Я, в общем, нереально довольна результатом, несмотря на то, что вообще я первый раз работала со строительными материалами, первый раз работала со шпателем, с кельмой, и мне это не помешало сделать эффектную, классную, акцентную стену в гостиной. Так как я выкладывала процессы работы, то я уже получала некоторые комментарии, некоторые отзывы, и у многих были вопросы и комментарии, что я плохо штукатурю, что кто меня так учил делать, но при этом хочу заметить, что мой непрофессионализм в этой области мне нисколько не помешал сделать дома у себя вот такую интересную фактурную стену. Для этого вообще не нужно никакого образования, как по мне, потому что всю информацию я нашла, какими материалами нужно пользоваться, я нашла, а дальше просто наносишь, шпаклюешь, потому что если посмотреть примеры, какие вообще фактурные стены делают, какими материалами, что для этого используют, для этого каких-то специальных навыков не нужно. Здесь я работала шпателем, где-то были использованы губка крупнопористая, где-то я использовала веник, не веник, а щетку для полов, чтобы сделать полосы. А если посмотреть в интернете, из чего делают фактурные стены, какими инструментами подручными пользуются, то там можно найти веник обычный, в который подвитают полы, там делают имитацию тоже вот этих полос, с помощью пакета салофанового, когда еще штукатурка не высохшая, берут салофановым пакетом, это накрывают, не знаю, там сколько-то времени дают, наверное, высохнуть, или потом снимают, и вот эта фактура остается. Так что все только в наших руках и в желании что-то сделать. Я уже заполнила пространство предметами интерьерными. Здесь у меня стоит такая татра, это вообще бельевик, советский такой комодик, куда раньше складывали белье. Открывается вот подобным образом, внутри должны быть полки, сейчас тут ничего нету. И это временное, конечно, решение, пока пусть постоит, и
Кстати, цвет дерева, ну, просто великолепно сочетается с цветом бетона, вот с этим серым цветом, поэтому, когда я приступлю уже к декорированию реек, это будет, ну, нереально круто смотреться, если здесь что-то я подобное найду и смогу, ну, что-то подобное, именно какую-то тумбу найду, только я хочу немного ниже, чтобы она у меня была ростиком. Это будет, наверное, просто пушка-бомба, вау! Всего у меня было потрачено около 6000 на материалы и инструменты. В инструменты у меня входили шпателя, валики, кисточки, кельма, колеры или колера. Из расходованных материалов у меня ушло где-то половина от того, что я купила, и это примерно вышло на 2500. То есть вся стена мне обошлась в 2500, но это нереально как это дешево, и причем я получила очень классный результат. Стоимость квадратного метра обошлась в 177 рублей. Я надеюсь, что мои расчеты были верны, но это просто очень дешево. Материал у меня еще остался, в квартире у меня еще остались обои, которые мне не нравятся, так что следующее видео, наверное, будет у меня про коридор. Спасибо за просмотр этого видео. До новых встреч!